Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Сегодня я для вас приготовила свежую порцию выражений, которыми вы сможете пополнить свой словарный запас в русском языке или освежить его. Возможно, вы их уже знаете, и в таком случае просто повторите. Активируйте субтитры, если они вам нужны, а мы начинаем. Первое выражение – вставлять палки в колеса. Вставлять палки в колеса означает мешать кому-то что-то делать, создавать препятствия, специально усложнять процесс. При использовании этого выражения есть ощущение, что кто-то это делает намеренно. Например, я не понимаю, зачем он это делает. Сам же себе вставляет палки в колеса, а потом жалуется, что у него ничего не получается. Он сам себе создает помехи. Как только я хочу заняться чем-то полезным, обязательно найдется кто-то, кто вставит мне палки в колеса. То начальник даст срочное задание, то коллеги отвлекают пустыми разговорами. То есть человеку что-то мешает. В том числе он сам себе может создавать преграды в выполнении какого-то действия. Следующее выражение – разложить по полочкам. Разложить по полочкам значит подробно и понятно что-либо объяснить. Объяснить настолько ясно, чтобы по этой теме не осталось вопросов. То есть пошагово, по полочкам ее разобрать. Это выражение часто используется в контексте объяснения сложной темы. Например, я сейчас разложу все по полочкам, и тебе сразу все станет ясно. Преподаватель разложил тему по полочкам, и я, наконец, все понял. Она прислала файл по интересующей меня теме, в котором собраны важные моменты, и все разложено по полочкам. То есть разложить по полочкам означает сделать информацию понятной, проанализировать ее и досконально разобрать. Следующее выражение – наступать на одни и те же грабли. Значит, повторять одну и ту же ошибку снова и снова. Так говорят, когда человек не может усвоить негативный урок из жизни и допускает ровно ту ошибку, которую уже допускал ранее и из-за которой пострадал. То есть он не учится на своих промахах, на своих ошибках. Например, я в очередной раз наступила на одни и те же грабли. Пошла другой дорогой и потеряла кучу времени. Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Ты ведь уже убеждалась, что этим людям нельзя доверять. Давай в этот раз сделаем по-другому, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Сначала проверим текст и только после его распечатаем, чтобы не пришлось потом снова перепечатывать. Кстати, в этом выражении можно опустить глагол «наступать» и сказать просто «на одни и те же грабли». Кажется, я снова совершила эту ошибку. Ну опять на одни и те же грабли. В этом контексте речь идет о какой-то конкретной ошибке, которую уже допускали в прошлом. Следующее выражение – перегибать палку. Перегибать палку означает доходить до крайности в делах, в поступках или в том, что вы говорите. К примеру, сказать что-то слишком резко или слишком строго может значить, что вы перегибаете палку. Так обычно говорят как раз про чрезмерную реакцию или контроль. Например, «Зачем ты так на него кричишь?» Не перегибай палку, он уже осознал свою вину. Ты уже достаточно на него накричал, и он все понял. Хватит продолжать на него кричать. Шутки – это, конечно, хорошо, но не перегибай палку. Люди могут обидеться на твой сарказм. Она иногда перегибает палку с критикой. Ей стоит более мягко выражать свои мысли. В общем, это выражение говорит о том, что человек в своих действиях или высказываниях заходит слишком далеко. И этого стоит избегать. И последнее выражение – вешать лапшу на уши, что означает обманывать кого-то, говорить неправду. Это выражение тоже с негативным оттенком, и используется оно для описания явной лжи. То есть человек этим выражением не подчеркивает ошибку или недопонимание, а говорит именно о намеренном обмане. Что ты мне лапшу на уши вешаешь? Ты думаешь, я совсем глупая и ничего не понимаю?
Он вешал ей лапшу на уши, а она верила каждому его слову. Перестань мне лапшу на уши вешать. Я знаю, что ты опоздала не из-за пробок. И на этом у меня сегодня все. Какие из этих выражений вы знали? Или они все для вас были новыми? Надеюсь, что во всяком случае было полезно. А теперь попробуйте попрактиковаться в комментариях. Напишите предложение, одно или несколько, с употреблением этих выражений. Можно с каким-нибудь одним или несколькими, или вообще со всеми. Я тоже попробовала составить несколько связанных между собой предложений и употребить все эти выражения. Вот что у меня получилось. Мне кажется, ты в очередной раз перегибаешь палку. Хватит уже наступать на одни и те же грабли. Он скоро поймет, что ты ему лапшу на уши вешаешь. И потом при любом удобном случае будет вставлять тебе палки в колеса. Просто разложи по полочкам свое предложение, и я уверена, он все поймет. Не уверена, что в этом мини-монологе есть глубокий смысл, но для практики языка это нормально. Главное научиться понимать, как эти выражения работают в контексте. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!